Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Я свое сегодняшнее раскрашивательное утро начала с того, что заканчивала работу вот в этой раскраске от Creative Heaven, доделывала. Было очень интересно, потому что я что-то делала дервент граффитинт, поскольку они акварельные карандаши, я их еще сочеталась с пастельными дервентами, и то и другое размывала, еще добавила туда монделузы, а также попробовала там раскрасить одну деталь монделузами, причем сочетала абсолютно неожиданные цвета, а после, когда все высохло, прошлась берлинга мэджиком и затемняла тоже мэджиком. В общем, довольно-таки интересные эксперименты получились. Мне понравилось. Ну, потому что пастельными дервентами фон я делала, это, конечно, классно, но водой, кажется, я их не размывала, тем более ни с чем не сочетала. Осталось сделать фон. Фон я знаю, какой будет, но я, правда, сейчас думаю, а нужен ли фон вообще. Скорее всего, я его сделаю, но, честно говоря, на белом фоне иллюстрация, кажется, довольно-таки выигрышно смотрится. В теории с фоном должно быть тоже неплохо. Надеюсь, что сама иллюстрация не потеряется, потому что с фоном, так как мне понравилось, как получилось. Ладно, в общем, это вы все увидите в конце месяца. А сейчас я буду раскрашивать вот в чай и кофе. Я уже где-то неделю назад примерно выбрала, что я здесь хочу пораскрашивать, и в целом спустя неделю у меня желание раскрасить не пропало. А раскрасить я хочу вот этот вот стакан с кофе. Хотя надо сказать, что этот стакан я раскрашивала то ли в Хьюге, то ли в котиках. Где-то он уже был раскрашен. Но это не важно. Это было раскрашено либо в том году, либо в позапрошлом. Поэтому в целом почему бы и не раскрасить еще раз. Мне кажется, там даже я, может быть, использовала фломастеры даже воздушные вот эти из фикса. Сейчас я, наверное, буду раскрашивать дервентами. Дервент Color Soft, скорее всего. Но пока не решила, я сейчас подберу цвета, вернусь к вам. Ну что ж, я подобрала канцелярию. Да, это будут дервент Color Soft. Вот этот мятный оттенок 470, желтый, лимонный 0,30 и голубой 330. Сегодня я буду также раскрашивать на камеру. Сейчас решу, как это будет. В общем, примерно определилась. Я параллельно пока раскрашивала, вот доделывала иллюстрацию в осенней раскраске. Смотрела очередной вебинар у Александры Ларионовой или Илларионовой. Вот. Но это не так важно. Ну, по-моему, это плюс-минус повторение того же самого, но лишним не будет, потому что бесплатные вебинары остаются только на сутки в доступе, в записи. И поэтому посмотреть еще раз будет не лишним. Я, кстати, все бонусы, которые получила
за просмотр, вот эти бонусные видеозаписи, они уже остаются навсегда, но я еще не нашла время все это посмотреть, а надо бы. Но я, конечно же, время найду, посмотрю. Но это не имеет отношения к раскрашиванию. Хотя вот то, что я из вебинаров успела усвоить, оно уже работает на мне. Так что это классно. Кстати говоря, в прошлом влоге я рассказывала про наушники. В общем, Wildberries обработал мой заказ к вечеру. Где-то часов в 7 мне пришло сообщение. Хотя заказ был уже в пункте выдачи в 9 чем-то утра. И он был на приемке. Но это понятно почему. Потому что люди сейчас очень много чего заказывают. И, в общем, когда я пришла, там просто были завалы прямо на столе. Огромные завалы заказов. Ну, понятное дело, что, во-первых, были вот эти распродажи, само собой, что люди много заказывали. Плюс, конечно же, и, наверное, перед Новым годом уже начали потихоньку. Ну, собственно, это все как бы, да, одно в одно плавненько перетекает. Поэтому люди закупаются. Ну вот. И я, честно говоря, очень надеялась, что я наушники заберу. Потому что все-таки первый раз, как бы то, что с Алиэкспресса мне бесплатно присылали, ну, это понятно, как бы совсем уже такое я получила бесплатно, меня не устроило и дело с концом, полетела в помойку. На тот момент я просто хотела познакомиться, в принципе, с именно вот с этими беспроводными наушниками в том формате, что они, ну, которые вот совсем отдельно, без каких-либо проводков, поэтому как бы без разницы. Вот. А когда я заказывала первые наушники в кейсе в таком на Wildberries, они были в принципе дешевые, и тоже тут все понятно, неизвестная мне марка, ну и я их тоже забирать не стала. Посмотрела, поняла, что они косячные, и все. А здесь я заказывала как бы недорогие наушники, но, естественно, дороже, чем в тот раз. И нормальные марки, то есть я имею в виду среди бюджетных, марка хорошая, это Defender. Потому что вот у меня есть наушники, у которых вообще стоимостью 1500, но я взяла их за 175 рублей. Мне безумно повезло, потому что зарядку они держат минимум сутки. Вообще с ними все замечательно, но там вот то, что в ухо втыкается, они так вот расклеились немножко. Нужно было подклеить, а мне все, естественно, некогда. И я им... В общем, проводок там порвался, это все можно починить, но сама я это не сделаю. В Питер я сейчас не еду, поэтому починить мне некому. И я вот заказала наушники. Тоже от Defender за 800 чем-то рублей, почти за 900. Понятно, что это для наушников недорого, но как бы, знаете, я не столько слушаю их, чтобы покупать что-то дорогое. Вот. Тем более, что все эти наушники у многих из ушей выпадают, и это, в принципе, для меня будет вариантом зимним. Когда ходишь в шапке, из-под шапки они не выпадут. Почему не забрала? Ну, то, что там, во-первых, там нет инструкции на русском языке. Производитель на Wildberries указал ссылку, где можно получить эту бесплатную инструкцию. Ссылка не кликабельная. Ссылку нельзя скопировать, то есть это все надо как-то извращаться на пункте выдачи, стоять там, сидеть, не знаю, как-то от руки пытаться все это вбить в поисковик, окей, или просто по поиску что-то найти. Ладно, я
не стала с этим заморачиваться. В принципе, как сконнектить их, все и так понятно в целом, плюс-минус. С этим я разобралась. Но вопрос в том, что довольно стрёмно на Wildberries. Я вот недавно у Amari Life слушала, что вся электроника у них невозвратная. Надо проверять все на пункте выдачи. Если же уже что-то переключается дома, там нужно где-то что-то нажимать, снимать видео, рассказывать, что с вещью не так. Короче, я вот реально не хочу с этим вообще морочиться. Мне это не надо. Но в целом я поняла, что вроде как они работают. Там была одна только печалька, что сенсор супер чувствительный. То есть я буду, допустим, носила бы под шапкой, да, их как бы шапка у меня закрывает уши. И одно движение такое, да, и наушники бы отключились. Вот. Это тоже не есть хорошо, как говорится. Но дальше была проблема, когда я их включила, зарядка показывала 20%, ой, 50%. Я буквально там минуту, пока, коннектила их, в общем, туда-сюда, нехитрые какие-то такие моменты. И процент зарядки уже был 20%. Я вставила их в кейс для подзарядки. И, собственно, они зарядились буквально за пару минут до 50 или до 60, что ли, процентов. Как бы подозрительно, потому что даже вот мой Xiaomi с турбозарядкой он все равно так моментально не заряжается. Это явная проблема. Потом я, значит, пока еще что-то проверяла, прошло буквально, не более 5 минут, зарядка уже опять опустилась до 20%. В общем, я сдала наушники, потому что это неправильно. Нет, конечно, может быть, их нужно, как говорится, раскачать, но, по сути, любые батареи нужно раскачивать, тренировать, но они все равно так себя не ведут. Не знаю, мне кажется, Wildberries должен поменять правила, и наверняка поменяют, потому что люди, уже начинаешь бояться заказывать технику. Правда, зачем я буду морочиться еще с видео? Мне вот только этого не хватало, потом снимать видео и доказывать что-то. И вот, например, пусть это, может быть, и не великая сумма. Так, у нас сверлить начали. Может быть, это не великая сумма, но, тем не менее, мне же она за 5 секунд не вернулась. И надо, кстати, посмотреть, пришли деньги или не пришли. Но у них до 10 дней возврат. В общем, как-то так. Наушников у меня сейчас нет. Не сказать, что это предмет первой необходимости, но я бы хотела его, наушники иметь. Неприятно. Очень неприятно. Ладно, мы это переживем, конечно же. Это не самая большая в жизни проблема у нас. Честно, я бы очень хотела иметь наушники вот именно такие, потому что это удобно. То, что дома подзаряжаешь эту штуковину, носишь с собой, и когда не нужно, их туда убираешь. Вы понимаете, это удобно, с одной стороны. В Питер ехать в теории сейчас еще можно, но я все равно не поеду, потому что у нас все лишают, меняют нежданчиком, и потом думать, как оттуда выбраться, не делая того, чего не хочется, мне не улыбается. Да и вообще. Сейчас еще такая будет горячая пора. И видео снимать, потому что сейчас это прям самое-самое. И ученицы там, все такое, плюс мыловарение, потому что уже,
заказали мыло, но в принципе изъявили желание, что как бы возьмут, если я сделаю. Плюс еще какие-то моменты. Так, я за кадром дораскрашивала иллюстрацию. Натерла ее блендером от Карандаш вот этим. Ну и прошлась бумажной салфеткой. Так, уже фокус с ума сходит от такой яркости. Но при этом я как-то не вижу, что... вот. Вот так вот блестит. Прям получился глянец. А на фон я сделала сухую пастель Мунга. Кажется, что бледно, но на самом деле вот эта пастель, она очень хорошо пигментирована. И я просто специально очень мало нанесла, чтобы было бледно. Мне понравилось, как получился стакан, но, возможно, я сейчас где-то нанесу еще блесток чуть-чуть. И, может быть, все-таки... Да, наверное, побрызгаю воздушными фломастерами, если они еще не засохли. Потому что здесь, как видите, узор, который я явно не скоро буду красить. И здесь будет, скорее всего, ярко. И ничего страшного, даже если вдруг что-то протечет. Ну, в общем, как-то так. Достала фломастеры. Сейчас открою, посмотрю вообще, как они тут. Здесь еще, как многие помнят, трафареты, но я их убрала, потому что они постоянно здесь мялись, и я их переложила. Потому что сами трафареты неплохие, и будет жалко, если в целом они помнутся. У меня там были феечки какие-то, еще что-то. Ну вот, собственно, вот такие вот. Кстати, на Хэллоуин можно было использовать. Но, в принципе, то, что я раскрашивала, там как-то не требовались никакие дополнения. Так-то, наверное, я бы вспомнила о наличии трафаретов. Так, сейчас... Надо подумать, что именно, да, потому что вот эти основные, а это то, что получается. Вот этот классный, но он изначально был такой подсохший. Сейчас я подумаю, но, наверное, я бы хотела что-нибудь вот либо такое, либо такое. Наверное, возьму вот это. Ну вот, я доделала иллюстрацию. Значит, все в порядке с фломастерами этими воздушными, как видите, получилось то, что я хотела. Плюс я взяла блестки луч, я их очень-очень люблю. Нанесла несколько вот тут, также на, вот тут немного по контуру. На некоторые буквы, точнее на все, но не везде, да, как бы по чуть-чуть нанесла. И вот так вот получается. Ну вот видно, я думаю. Давайте я с разных ракурсов, где как свет падает. С обратной стороны, так, только надо аккуратненько, но с обратной стороны вроде никакого трэша не случилось, насколько я вижу. Вот теперь главное, чтобы это все высохло. Сохнуть это будет не 5 минут, потому что я прям вот так вот наносила довольно таким слоем. Вот тут вот все выпуклое такое. Это когда все высохнет, будет уже не столь выпуклое, но фактурное, объемное. В общем, как мне и хотелось вот украсить стаканчик. Сейчас я возьму какую-нибудь еще раскраску, вернусь к вам. Взяла раскраску медитативная сотворель. Раньше у меня ни один месяц без нее не обходился. А последнее время как-то очень я, даже не последнее, а уже действительно давно я как-то в ней не раскрашивала. Надо это исправить. В принципе, вот у меня здесь все идет даже по порядку, я бы сказала. Ну и, допустим, пусть будет
вот эта мандала. Надо ее получше раскрыть. У меня что-то все зажимы заняты. Надо бы их побольше купить. Я взяла вот эту коробочку. Прошу прощения. Взяла коробку, в которой у меня по проекту Project Pen всякие карандаши, фломастеры и гелевые ручки. Ну, вообще гелевыми ручками я давно уже не люблю раскрашивать, хотя у меня их много. А здесь вообще я как бы положила те, которые в теории надо бы заканчивать. Скорее всего, еще их нужно будет выдувать на палитру. Хотя вот, например, вот это пишет. И честно, мне просто сейчас не очень хочется все это на палитру выдувать. Ну, вот эта ручка Краун, она хорошая. Но иногда она вроде бы как стала заедать, потому что ей очень много лет. Ну, вот это, если только мелкие какие-то детали. Вот это вот жестковато, я бы даже сказала, да. Ее, наверное, еще раз проверю вот эту. Да, это вот в сторону надо отложить, не в смысле выбрасывать, а взять палитру и, не знаю, в этот раз или не в этот. Сейчас я вообще посмотрю, в каком состоянии у меня ручки. Странно, это еще каким-то темным цветом пишет. Но они отличаются немножко. Еще одна ручка Краун серебряная, но там совсем-совсем немножко осталось, прям по чуть-чуть. Это у меня пустой чехол. И здесь нет, но это только выдувать на палитру. Еще одна ручка Краун. Ну вот полежала и, в общем-то, пишет, может быть, и не стоит, наверное, ее. Я вот даже и думаю, что, наверное, ручки Краун не стоит расходовать в таком формате. Ну, только вот эту серебряную, потому что, ну, тут уже совсем чуть-чуть. И вот у меня еще несколько стержень. Вот. И вот. Так вот. В общем, это сюда. Это в общую коробку надо убрать из Project Pen. Да, этой можно пользоваться. И вот этими. Нет, это сюда. Так, и одна у меня еще здесь лежит. Тоже свои нервы дороже в данной ситуации. Ну что, можно попробовать немножко пораскрашивать. Так, сейчас я поудобнее сяду. И давайте приступим. Но это не факт, что ручки не подведут и тому подобное. Вообще, хоть я, в общем-то, по-прежнему положительно отношусь к раскрашиванию узоров и мандал, но сейчас у меня как-то все равно все больше и больше я склоняюсь к сюжетным иллюстрациям. Ну вот уже, вот ручки. Приходит конец. То есть чернил много. Не знаю, вообще вот так вот я и задумываюсь, а стоит вообще их держать, даже выдувать и раскрашивать, допустим, кисточкой.
Достаточно и так много канцелярии, хороший, приятный, чтобы еще тратить свое время вот на вот эту пакость. Потому что все равно, ну, как бы, если бы мне это нравилось, да, наверное, я бы использовала чаще ручки, потому что я знаю, девочкам иной раз нравится ручками красить, а я вот абсолютно не вижу этого прикола. Ну и, в общем, я вот даже сейчас сижу тогда, снимаю видео и думаю, а вот реально, что с этим делать? Вот я начала иллюстрацию, я в теории не хочу как бы вроде бы это дело забрасывать. И как быть? Ну, наверное, можно выйти из положения, взяв сейчас какой-нибудь фломастер, ну, потому что уже даже подряд я раскрасила. Можно было бы, конечно, там чередовать, ну, короче, надо уже пройтись сверху фломастером, наверное, и делать. Ну, вот подозреваю, что эта тема будет абсолютно со всеми ручками. Можно достать из контейнера, из другого, где у меня прям он полный забит всем этим добром. Я сейчас, знаете, что самое интересное? Я сейчас зашла на сайт Fix Price и решила посмотреть, что у них там для Нового года. И я так удивилась, а вчера я заходила на сайт Hof. Ну, понятное дело, что в Hof цены не очень дешевые. Но, когда я стала сравнивать с ценами Fix Price, я поняла, что в принципе плюс-минус то же самое, только с той лишь разницей. Ну, может быть, в Hof, конечно, больше выбор. Извините за это сверление. Может быть, там как бы выбор побольше и, конечно же, на что-то более высокий ценник. Но вот так вот на базовый какой-то такой декор, ну, я не знаю, мне кажется, что если тратить по 200 рублей, по 300 рублей, да, за декор, то, наверное, лучше выбрать Hof. Другое дело, что он, наверное, понятно, не у всех есть. Тогда Fix Price является своего рода спасением. Но опять же, начинаешь сравнивать даже с обычными магазинами шаговой доступности, да, и понимаешь, что, ну, как бы, опять же, даже там и можно купить то же самое дешевле, ну, а в Hof так еще и выбор больше. Да что ж это такое? Мне просто вот, ну, не очень хочется сегодня снимать в прежнем формате, чтобы потом еще озвучивать. Потому что сейчас приходится, знаете, так, на все искать время. Да и честно, мне захотелось вот такого более живого формата. Короче говоря, эксперимент с ручками как-то так, кажется, провалился. Ну что, рискну какую-нибудь взять? Нет, вот эту... Ну да, давайте эту, потому что... Все, хватит с меня, достаточно. Убираю. Может быть, оставлю стержень еще. И вот это. Нет, это... И честно, я не очень... Вот я кисточками люблю раскрашивать именно там акварелью. Все, как бы для меня это вот такой предел. Иногда гуашью. А это прям, не знаю, напасть какая-то. Поэтому фломастерами, наверное. Ну, а, например, ручки там с ультраблеском из Fix Price, ну, они все-таки, знаете, вот все, что с блеском, оно хорошо смотрится, ну, опять же, в моем понимании, когда добавляешь какой-то небольшой акцент. Вот тогда это гораздо интереснее выглядит.
общем, поэтому я не исключаю, что все-таки я буду вынуждена выкинуть огромное количество ручек на помойку, чтобы не занимали место. С другой стороны, сейчас вот мне пришла одна идея в голову. В принципе, я ее потом осуществлю. Если получится, то вообще хорошо. Если нет, то да, тогда помойка. Ну, кому-то, наверное, это не понравится, но, знаете, я считаю, что, как сказать, это хобби, это антистресс. И вгонять себя в стресс я точно не хочу. Все. Опять же, достаточно с меня этих извращений. Посмотрим, что ручка Краун. Вот ручка Краун. Вроде как нормально. Ну, Краун вообще хорошие ручки. Просто повторюсь, здесь уже осталось на донышке. Я вообще не вижу в свете. Ладно. Пропало у меня настроение красить ручками. Да и честно, я вообще сейчас все меньше и меньше вижу необходимости в добивании канцелярии. Конечно, это все наши деньги, за которые это покупается, и мы это зарабатываем. Но опять же, может быть, себя стоит держать в более позитивном, спокойном состоянии, чем добивать вот то, что ты там не любишь, там тебе не нравится. А с другой стороны, вот если взять вот эти фломастеры, здесь односторонние иллюстрации, я даже не знаю, я сейчас хочу как-то вот даже не задумываться о том, какие я беру цвета, просто пораскрашивать чуть-чуть. Я даже результат, наверное, покажу в конце месяца, ну, потому что занимать ваше время вот этим тоже неохота. Смотрим. Не, вот фломастеры эти хорошие, в принципе. Главное, чтобы только вам все видно было. И мне в кадр не влезть головой. Я не против быть в кадре, но это надо просто именно быть полноценно в кадре, а не когда макушка, не когда волосы туда попадают. Хотя, когда у других девочек такое случается, я в этом ничего плохого не вижу. Но самой бы не хотелось. Ага. Не, ну а так вот я сейчас сижу, уже сразу втянулась. Вот фломастерами крашу, например, да, и уже думаю, вот хорошо. Ладно, я сейчас немножко за кадром пораскрашиваю, потом покажу промежуточный ток, а то сверлит очень сильно. Ну, как-то так получается. И я как-то с большим настроем фломастерами крашу, в том числе вот этими. Очень они даже хорошие. Ну, где-то они протекают. Здесь бумага довольно плотная, так что с этим все в порядке. Ну, вот я ими и продолжу раскрашивать. В итоге и раскраску буду продвигать, и удовольствие получу, и фломастеры будут постепенно расходоваться. Ну, давно бы им пора. Все-таки куплены в 2018 весной. Поэтому было бы неплохо их уже, в принципе, закончить. А цвета здесь интересные. Не то чтобы какие-то редкие, но интересные. И пишущий узел у них такой кончик тоненький, поэтому можно вот эти детальки прорисовывать. И если что, и большое пространство. Но, правда, на большом пространстве они будут, конечно же, полосить. Но это не страшно. Ладно. Здесь этого и не требуется. Но это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, вам не сложно, а мне приятно. Заходите в Instagram 3 семерки, рыжие 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи, пока-пока.